Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Ну что, мои дорогие любимые тельцы, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Наступил месяц для вас продуктивной и плодотворной работы. Да? Если для каких-то знаков зодиака этот месяц будет сложноватым, месяцем будет неоднозначным, то для вас, дорогие тельцы, месяц будет очень даже плодотворный. И первая его неделя будет очень плодотворно сказываться как раз-таки в нестандартных проектах, в проектах будущего, проекты глобальные, проекты мировые, проекты, связанные с друзьями. Да? То есть проекты международные будут как раз-таки хорошо вам даваться, у вас будет получаться. В целом весь месяц будет такой плодотворный, настроенный на прибыль, настроенный на приобретение новых различных проектов. Да, когда получится внедрить все то, что давно хотелось, медленно, планомерно. Я знаю, вы это любите, вы от этого кайфуете. Здесь главное не зависнуть и не начать переживать. Вот там будет несколько денечков, я так скажу, в 7-8 ноября будут такие денечки, когда захочется полениться, ничего не поделать, но окей. Главное, в эти дни не занимайтесь вложениями, не занимайтесь бестолковыми покупками, тратами и тому подобное. Да? В работе в целом же целый месяц прекрасная коммуникация, прекрасная стыковка, договоренности, будет очень много силы. Месяц, который на самом деле принесет вам очень хорошую прибыль, такую прям, я у других знаков зодиака такого не видела, но у вас месяц хорошей прибыли, хорошей выручки, хорошей такой отдачи от работы, да, по крайней мере, все то, что вы планировали и все то, что вы внедряете, оно будет у вас получаться. Здесь главное понимать, что в середине месяца другие знаки зодиака будут немножко пылить, будут переживать, нервничать из-за нестыковок, того, что не получилось, не реализовалось, за то, что не будет получаться сразу. У вас же будет все нормально, вы знак обретенный, хороший терпением, спокойно переживете эти кризисы других людей, я бы так сказала, и будет все хорошо. Вторая, третья неделя точно так же хорошо для работы. Месяц завершающий, дни тоже прекрасны для работы. Поэтому здесь абсолютно, дорогие тельцы, мне за вас не переживается. Конечно, если вы хотите сделать что-то такое прям фундаментальное, мощное, требующее больше энергетических сил, такую сложную работу, да, то делайте в первую неделю ноября. Получится лучше. Ваш знак, ваш управитель будет в Деве. Как раз-таки энергия хорошо для реализации таких сложных проектов, внедрить что-то такое фундаментальное, мощное, для того, чтобы прям вот заземлиться, да. Конечно же, с 8 ноября ваш управитель Венера переходит в знак Весы. Здесь в работе получится как раз-таки внедрить больше проектов публичных, проекты, которые идут на широкую публику, работа с клиентами, то есть, да, если вы оказываете консультационные услуги, прекрасно получится с 8 ноября, даже лучше, да. То есть хорошо пойдет коммуникация, хорошо будет идти договорные отношения, все будет понятно, все будет прозрачно и, как говорится, стабильно. Да? То есть для работы с людьми лучше всего, конечно, с 3-й недели ноября и, как говорится, далее. Работа, которая требует таких бумажных, документационных, лучше, конечно, 1-я неделя ноября. Дорогие, меня
просят записывать гороскопы на несколько месяцев вперед, поэтому сейчас бизнес-гороскоп, конечно, расскажу еще и на декабрь, для того, чтобы закрыть этот год классно, подготовиться заранее, составить планы, потому что в декабре нас ждет ретроградный Меркурий, да, с 13 декабря он переходит в ретроградное движение и будет как раз-таки первую неделю январских праздников еще в ретроградном движении, поэтому если же вы хотите завершить этот год в работе хорошо, качественно, с максимальной прибылью, да, то есть благополучно, чтобы не было каких-то неожиданностей, да, планируйте всю работу, все доставки, поставки, первые 2 недели декабря, до 13 декабря, как говорится, для того, чтобы все получилось максимально хорошо, потому что, сами понимаете, ретроградный Меркурий внесет не совсем приятные корректировки, да. Что касается остальной работы, в декабре прекрасное время для того, чтобы, ну вот прям поработать, я бы сказала, как следует, да. Конечно, будет чувствоваться немножко внутреннее такое напряжение с крупные договоренности, да, в конце ноября, в начале декабря будет, конечно, Венера в квадратуре с Плутоном начнет стягиваться, да, и здесь уже будет такое мощное напряжение, но и здесь, на этом напряжении, можно получить большую прибыль. Все зависит от того, какими средствами вы владеете, да, поэтому здесь, как говорится, кто за что боролся, да, тот то и получает. Если в течение года вы вкладывались в проект эмоционально, вы вкладывались с такой мощной, не просто эмоционально вкладывались, но вы вкладывались еще, ну, и всеми силами своими, интеллектуально, эмоционально, да, то есть ментально, можно как угодно это назвать, да. Если же вы вкладывались в какие-то проекты, в какое-то дело, в этот момент ждите хорошую такую прибыль с начала декабря и, ну, до самого ретроградного Меркурия, я так хочу сказать, все в земных знаках, все прекрасно располагает прибыли. Здесь, конечно, очень хорошо. Главное, понимаете, что вот в районе 10 декабря, да, там с 8 по 10 декабря будет такой момент на Юпитере вспылить, почувствовать себя таким павлином, удариться там в какую-то непонятную репутацию, с которой можно запороть, кстати, все проекты и планы и подпортить себе, ну, так, нехило репутацию. Поэтому аккуратнее в начале декабря. Как раз таки вот в эти дни, да, с 8 по 10 декабря здесь, пожалуйста, отслеживайте все то, что вы говорите, с кем общаетесь, как распыляетесь и как пиаритесь, да, очень такое неоднозначное время может быть для вас, будьте аккуратны. Более подробно про декабрь расскажу еще, конечно, в следующем гороскопе. В следующем гороскопе расскажу на 3 месяца вперед, то есть декабрь, январь, февраль, да, как говорится, про всю зиму сразу. Сейчас вернусь к любовной сфере ноября. Ох, дорогие тельцы, любовная сфера в ноябре, да, любовная сфера в ноябре, она, я скажу, такая, достаточно интересная, да. В первые несколько дней ноября, недельку, будет как раз-таки вот истории, которые вы не хотели решать ранее, да, то есть отношения с партнерами, скелеты в шкафу, недоговоренности, обманы, интриги, измены, бывшие, все это будет появляться как непонятно откуда, и здесь бы, конечно же, ну, у меня, естественно, у меня всегда один такой понятный выход из ситуации, это сесть и поговорить, да. Я других, по крайней мере, за всю свою практику, ну, не встречала. Есть, конечно, всякие разные, честные и нечестные, да, ну, как по мне кажется, самый честный выход из любых ситуаций в партнерских отношениях, вообще, это сесть поговорить, да, сделать именно это, тем более коммуникация у вас будет идти как надо, с коммуникацией проблем не будет, и здесь, конечно, бы вот эту историю бы разобрать, да, как говорится, да, романы, интриги, расследования.
сесть, поговорить с партнером, обговорить, что вы делаете дальше, что вы дальше не делаете. Все вот эти позиции жертвы, куда впадаете в отчаяние. То есть вот эти все обиды желательно сесть, поговорить и понять, что ну уже надо как бы идти бы дальше же по жизни, за это уже не стоит цепляться, да, чтобы как бы, ну не портить себе жизнь как минимум, потому что все не разобравшиеся ситуации в любви, поверьте мне, возникнут в начале декабря снова, и они уже будут просто вот, уже кармические узлы будут их подталкивать, да, решать эти задачи, все эти недоговоренности, все эти моменты, которые не хотелось разбираться ранее. Поэтому обговорите же их в первой неделе ноября и забудьте, для того, чтобы, ну, эта история не тянулась дальше, потому что есть еще момент возвращения как раз-таки к этой истории в конце ноября, когда захочется опять-таки сесть, когда захочется опять-таки уже мощно надавить, уже мощно сломать партнера, да, но ничего хорошего это такого не приведет, потому что, ну, сломанный партнер, да, ну, это я говорю так о душе характера, да, вам же самим не устроит, вам же нравится, когда рядом с вами сильный, мужественный, харизматичный, красивый, с деньгами, да, то есть вы себе, как говорится, партнера под стать ищете, да, поэтому, дорогие тельцы, ну, вот разберитесь же вы в себе, разберитесь с партнером, со всеми этими переживаниями, потому что, говорю, в начале декабря кармические задачи уже будут истории посложнее, как снежный ком будут появляться на фоне этой неразберихи, которая просто случилась, и вы упустили, не захотели решать и пошли дальше по жизни. То есть не омрачайте себе этот месяц. В целом оставшиеся недели ноября в любовной сфере хорошее время встречаться, время знакомиться, проводить время вместе. Конечно же, будет желание вспылить и расстаться. Есть у нас там оппозиция, как говорится, в 13 ноября, да, Солнце, Марс, Уран. И здесь, конечно, захочется расстаться, подать на развод, обнулиться. Ну, я вам так говорю, это просто звездная провокация, да? Провокация всех тех моментов, которые случались у вас в жизни. Соблазн, конечно же, будет, но ничему хорошему не приведет, потому что в январе захочется извиниться, вернуть все как было и вспомнить о том душевном тепле, что вас связывало вместе. Поэтому, дорогие тельцы, разбирайтесь со всеми головокружительными историями, которые вам кажутся, что они вам так отравляют жизнь. Разберитесь вы с этими скелетами в шкафу и пойдите дальше счастливы. И все у вас будет хорошо. Те же тельцы, которые только хотят встречаться, заводить романы, то первая неделя ноября будет такая сложная. Будут попадаться не те люди по жизни, с кем вам бы хотелось. Вам будут попадаться люди, которые будут отсвечивать ваши прежние отношения, особенно если вы в них не разобрались, ушли, хлопнули дверью. То, конечно же, вам будут фонить все эти отношения, вы будете вспоминать. И это хорошо, если вы поймете, что вы где-то были неправы, где-то вспылили и не разобрались. Почему попадаются всегда те же самые люди? Для того, чтобы понять, что мы с вами живые существа, мы с вами живем, у нас есть эмоции. И если мы в этих эмоциях не разбираемся, мы не разбираемся в себе, значит, эту задачу мы не решили, и она снова нам попадается. Поэтому проходите свои уроки, понимайте, что вам нужно. А те самые люди и не те люди попадаются нам для того, чтобы мы, наоборот, как раз-таки как можно лучше узнали себя. Дорогие тельцы, это был гороскоп на ноябрь 2023 года. Это был ваш гороскоп на этот сложный, но очень интересный месяц. Не скажу, что он очень сложный для вас будет. Нет, нет, нет. Возможно, мировые события будут на вас влиять, если вы еще не закалились. Не говорю вам, нужно привыкать к этим моментам, потому что грядет 2024 год. Это год високосный, в котором событий будет еще больше. И нам всем необходимо научиться жить в свете вот этих трансформаций. Нам нужно развиваться, реализовывать, зарабатывать деньги, создавать семьи, растить детей в этом сложном и нестабильном мире. Особенно те люди, кто родились в 80-е и в начале 90-х, это люди, у кого в натальной карте очень сильный Плутон. И это
Ребят, нам необходимо вот в это нестабильное время научиться создавать новый мир, как говорится. Поэтому здесь перестаем жалеть себя, идем, как дорогие тельцы, медленно и продуктивно, плодотворно к своей цели. Дорогие тельцы, это был ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике.